Итак, друзья, всех приветствую на канале Твой Конфиг. Не часто у меня в последнее время выходят ролики. Не так давно у меня был на обзоре iPhone 10 версии на 256 гигов. Брал его чисто по фану, чтобы разобраться, стоит ли его покупать или не стоит бэушный, да, когда он стоит 20. Покопавшись в интернете, после впечатления от iPhone 10 я пришел к выводу, что надо искать что-то не хуже, но чтобы снимало фото, снимало видео, был хороший звук, качество прям было нормальное, при этом была нормальная батарея и хороший супер амоледовский экран с 10-димингом. И попался мне замечательный смартфон, а зовут его Realme 8 Pro. 16 тысяч на вид. Погнали смотреть. Когда мы его достаем в коробочке, у нас вот такой вот красавец. У меня достался в таком каком-то голубом цвете. Видите, он так переливается разными градиентами. Тут светлее, здесь темнее. Синий надпись Dare to Live и блок камер 4 со вспышкой. Кстати, очень выглядит это все симпатичненько и необычно. Такого я, по крайней мере, дизайна еще ни у кого не видел. С этой стороны у нас клавиша включения и качелька громкости, она не разделенная. С верхней стороны дополнительный микрофон шумоподавления. На этой стороне сим-лоток. Сим-лоток комбинированный, он двухсторонний. Но, к сожалению, карту памяти сюда не поставить. С нижней стороны у нас мини-джек, микрофон, Type-C и звуковой динамик. Сзади мы видим вот такая вот вся красота. 108 мегапикселей. Спереди он у нас просто черненький такой. Короче, он выполнен весь из пластика. Боковые грани пластиковые, задняя панель пластиковая. Пластик, кстати, хочу заметить, достаточно мягкий, поэтому рекомендую его носить обязательно в чехле, чтобы он быстро у вас не был похож на какашку. Если же вы носите его в чехле, то рекомендую хотя бы раз в месяц чехол снимать и протирать каким-нибудь ватным диском со спиртиком, либо что-то таким, потому что пыль, которая попадает сюда, оставляет, вот если вы видите на камеру, ну, к сожалению, она, наверное, не сфокусируется. Здесь остаются такие скольчики по углам. Как-то вот так. На мой взгляд, выглядит он классно. Он тоненький и такой... И легкие, что самое здоровское. Ну а теперь давайте перейдем к техническим характеристикам. По техническим характеристикам у нас следующее. Дисплей у нас 6,4 дюйма, соотношение сторон 20 к 9, разрешение 2400 на 1080, 411 ppi, супер AMOLED экран, сенсорный, естественно, Gorilla Glass 3 версии, соотношение дисплей-корпус 83%. Стоит операционная система на базе Android 11. Процессор у нас Snapdragon Qualcomm 720G. Это гейминг, он разогнан по частоте до 2,3 ГГц. Графический процессор у него Adreno 618. Оперативная память LPDDR4X. Слот для карт microSD. Опять же, это если мы вставляем одну симку и одну флешку. Либо две сим, либо одну флешку. Максимальный объем карт памяти 256 гигов сюда можно втулить, но в принципе смысла в этом нет, потому что минимальная версия у него идет на 128 гигабайт и 6 гигабайт оперативной памяти. 4 модуля, один из них самый главный, это 108 мегапикселей с фокусным расстоянием 1,9, 26 миллиметров. И тут достаточно знаменитый стоит самсунговский сенсор InnoCell HM2. Съемка видео он снимает у нас как Full HD при 60 кадрах в секунду, есть замедленная съемка 960 кадров в секунду и Ultra HD, то бишь 4К, он снимает при 30 кадрах в секунду. Есть, конечно, вспышка, результат теста DxOMark 103 балла, что очень даже прям хорошо-хорошо. Ну и, конечно, у нас себяшкинская камера, она 16-мегапиксельная с фокусным расстоянием 2,5, снимает видео Full HD при 30 кадрах в секунду. По стандартам связи у него 4G LTE, 3G GSM, Wi-Fi 5, 802.11ac, если кто не в курсе, Bluetooth 5.0, поддержка звукового кодека IPTX HD. По поводу звука, кстати, потом чуть-чуть попозже расскажу мои впечатления. Естественно, он поддерживает OTG, то бишь вы можете подключить сюда там внешнюю флешку через переходник, микрофон там и бла-бла-бла. Очень полезная штука. NFC здесь работает тоже. К нему вообще никаких, кстати, нареканий нет. Отлично работает. Type-C, мини-джек и
Ну, как бы такие вещи. Сканер отпечатка пальцев здесь в экране. Емкость аккумуляторной батареи 4000 мАч. Технология быстрой зарядки Realme Dart Change 50 Вт. Время зарядки 100% за 47 минут. При зарядке 65-ваттная от Realme GT Master Edition он заряжается за 30 минут. Это вот, блин, 100% сравнивал. Прям реально 65-ваттную зарядку он поддерживает и заряжается он просто шикарно. Материалы корпуса, как я уже об этом говорил, тут пластик, задняя крышка матовая, она, кстати, не скользкая. Ну, вот это вот все, блин, царапин боится. Толщина его без чехла 8,1 мм и вес 176 грамм. Это на, по-моему, 2 или 4 грамма больше, чем весит Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Ну и выпустили этот телефон в марте 2021 года. Ну а теперь давайте перейдем к тестам программного обеспечения и бла-бла-бла. Что мы видим на данный момент? Что это Realme 8 Pro, версия Android 11, интерфейс второй версии, Snapdragon 720 и прочее. Модель RMX 3081. Antutu я всегда стараюсь скачивать самую последнюю версию. И в самой последней версии, на тот момент, когда я ее скачивал, это версия бенчмарка 9.2.5, он набрал 346 054 балла, что является очень хорошим показателем. Это середнячок, такой стабильный середнячок с хорошей прошивочкой, который работает просто замечательно. КПУ Throttling тест. По Throttling тесту, как вы видите, уже почти 3 минуты. Не вижу смысла сейчас гонять его 15-20 минут по той простой причине, что я это уже делал, и особых там резких провалов, за исключением того, который вы сейчас наблюдаете, я не видел. То есть здесь стоит оболочка с прошивкой, очень стабильная. Телефон работает без каких-либо глюков, но я, по крайней мере, за 2 недели его эксплуатации еще ничего такого не обнаружил, меня все устраивает. Давайте же теперь перейдем к тестам фото и видео. Тесты фото и видео вы уже посмотрели. Но я считаю, что он снимает не хуже того же Pixel 3. Подводя итоги про этот смартфон, что я могу сказать? По экрану мне очень нравится. В лаборатории Realme вы можете включить плавное движение. Я вам сейчас даже продемонстрирую, как это вот, например, в Инстаграме. Ну, камера, к сожалению, так не передает. Глаза видят это на порядок лучше. Кстати, здесь 60-герцовый экран. Почему они зажали, не поставили хотя бы 90 Гц? Вообще, экран меня устраивает полностью. Можно включить дистиминг, если у вас устают глаза. У меня все это включено, плавность включена. Тут никаких претензий к экрану нет. К сожалению, сейчас не лето, погода не солнечная, и проверить яркость на всю мощность при солнечном свете я не могу. Вот сейчас я включил на максимум, он аж через камеру у меня вполне устраивает 50% его яркость. По звуку. Начнем с внешнего звука. Внешний звук у нас, к сожалению, только вот этот динамик воспроизводит. Этот почему-то они не сделали, чтобы он был тоже активный. Здесь стерео нет. Стерео через Bluetooth проверял. Здесь поддержка есть Dolby Atmos, то есть вы можете это все включить, можете отключить. Короче, по звуку моя личная субъективная оценка это 4,5 балла. Чуть-чуть не дотягивает до 5, но при учете его стоимости это вот прям 5 из 5, это точно можно поставить. Особенно если вы не аудиофил, но любите достаточно приятный детализированный звук. Конечно же, тут еще многое зависит от наушников, которые вы к нему подключаете. По поводу звука с мини-джека ничего сказать не могу, так как я уже давно использую Bluetooth. По Bluetooth версии 5.0 с наушниками у меня связь не рвалась еще ни разу. По Wi-Fi никаких проблем тоже нет, работает все хорошо. Если же вы его на Авито найдете приблизительно за 14-18 тысяч на гарантии в полной комплектации, как у меня, рекомендую телефон брать. Мне его вполне хватает. Доехать до работы, послушать музыку, где-то на обеде посмотреть ютубчик, или когда ты в ванне с пенкой купаешься. Смотреть, например, твой любимый канал, ну, например, мой, да. Подводя итог
итог, который итог, хочу сказать, что Realme это новый лидер и будущий лидер рынка смартфонов в России. Почему? Потому что они делают смартфоны очень сбалансированные, с хорошей оболочкой, операционной системой, так скажем, friendly user, то есть вам очень легко понять, где какие настройки. Она не лагучая, работает плавно, не зависает. В этом плане вообще все очень и очень здорово. Рекомендую ли я его к покупке? Однозначно рекомендую. Ну и ПС.